Всех приветствую! Это второе видео по нашему путешествию во вселенной EVE Online. Путешествие, которое тесно связано с торговлей. В прошлый раз мы закончили на том, что наш торговый оборот составил 169 миллионов иск. И это был конец второго дня. На данный момент заканчивается 7-й день нашего путешествия. Мы летали в бездны нулевого уровня на Тристане, летали в бездны первого уровня на Варме и, конечно же, торговали. Охарактеризовать выбор нашего торгового ассортимента можно фразой мужа жене. Дорогая, выбирай все, что хочешь, только самое дешевое и одно. Тем не менее, нам удалось к концу 7-го дня скопить состояние в 1 миллиард с копеечкой. Основной торговой составляющей были бустеры разных видов, а для поддержания штанов были открыты позиции на Т1 и метамодуле. Объем торговых операций увеличивался за счет количества ордеров и количества единиц в этих ордерах. Когда мы приблизились к состоянию в 1 миллиард, мы перестали выставлять торговые ордера на закупку на станции Жито 4.4 и начали выставлять торговые ордера на закупку на частные станции в системе Периметр. Радиус действия ордеров – 1 прыжок. Причина проста. Комиссия на оформление торговых ордеров на станции Жито 4.4 у нас на данный момент составляет 1,48%. Комиссия же на частных станциях составляет 0,6%. Казалось бы, разница небольшая. В EVE Online такая разница часто имеет большое значение. А по некоторым торговым позициям вся торговля строится вокруг маржинальности в 0,5% и ниже. На примере компонентов для дрона мы можем увидеть следующую картину. При оформлении ордера на закупку на 700 единиц на станции Жито 4.4 стоимость комиссии за размещение ордера составляет 4 миллиона 425 тысяч 478 иск. При оформлении ордера на закупку на частной станции комиссия составляет 1 миллион 496 тысяч 950 иск. Разница составляет 2 миллиона 928 тысяч 528 иск. А теперь давайте представим, что торговых ордеров у нас порядка 300. Если умножить эту разницу на 300 ордеров, то получим сумму 878 миллионов 558 тысяч 400 иск. Мы экономим только на комиссии за оформление торговых ордеров в перспективе. Также стоит помнить, что комиссия за корректировку уже выставленного ордера также будет меньше на частной станции в такой же пропорции. А корректировка ордеров – это то, чем торговец занимается большую часть своего времени. Чем можно заняться торговцу, когда все ордера выставлены и проверены, а свободных для дальнейших инвестиций средств нет? Мы занялись составлением списка товаров для пополнения будущего товарного оборота, когда у нас будет состояние в несколько десятков миллиардов иск и ордеров будет порядка 300 штук. Первыми идут ускорители для прокачки навыков. На данный момент время ускорителей серии Brain Freeze подходит к концу, но их обязательно когда-то заменят другими. Торговля ускорителями приносит потрясающие результаты на всех этапах их введения в игру. Далее идут корабли класса Фрейтер. Штучный товар, торговля которыми для меня показала хорошие результаты в долгосрочной перспективе. Мародеры – одна из моих любимых позиций. Всегда приносит хорошую прибыль, но иногда нужно запастись терпением и подержать в ангаре до повышения цены. Корабли для майнинга мне не очень нравятся, но порой разница в закупке и продаже становится приемлемой, и можно входить в эти позиции. Инжекторы, плексы и скилл-экстракторы. Позиции с колоссальной оборачиваемостью. Во время скидок от CCP на эти товары происходит настоящий бум. На них роняют цену, торговцы скупают их сотнями и тысячами в расчете продать в будущем, после того, как цена покажет обратный рост. Если мне не изменяет память, то в конце мая 2023 года
CCP объявила скидки на инжекторы, либо были какие-то наборы с ними, я уже не помню. Но суть в том, что все, кто участвовал в этой акции, стали продавать их. Цена упала с 500 миллионов до 330 миллионов за штуку. И медленно начала подниматься обратно. И примерно к октябрю-ноябрю 2023 года она вернулась до средних 460-480 миллионов за штуку. Это вложение было очень выгодным. Так называемые трактора. Сооружение для сбора трофеев. Очень классный товар, оба его вида. Люблю, покупаю, практикую. Также раньше постоянно покупал на них чертежи через контракты и строил их в соседней от JITO системе на частной станции. Прибыль на них есть практически всегда. Далее давайте я просто покажу полный список, который я составил для будущих торговых операций. Если будет нужно, то мы можем более подробно рассмотреть какие-то позиции отсюда. Если это на самом деле нужно, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Подводя итоги 7 дней, можно сказать, что мы идем не так хорошо, как планировали, но лучше, чем могло бы быть. В планах в ближайшие 5 дней увеличить торговый оборот до 2,5 миллиардов ИСК и заняться улучшением отношений с фракцией Калдари. Улучшение отношений снизит наш налог на продажу на станции JITO 4.4. На данный момент это 1,48%. В идеале нужно снизить до минимума в 1%. Хорошим показателем будет 1,1%. И онлайн игра про проценты. И неважно, торговля это, ПВП или ПВЕ. На этом наше текущее видео заканчивается. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Увидимся через несколько дней. Всем пока!